Добрый день! Приветствую вас на своем канале Куб-Кук. И сегодня продолжим приготовление к празднику Песах. И приготовим по вашей просьбе, у меня были такие пожелания от моих подписчиков, приготовить куриную шейку. Итак, начнем. Вот это шкура, которую я предварительно сняла с курицы. Курица была домашняя, говоря по-модному фермерская, как теперь это называют. То есть это не бройлер, шкура должна быть плотная. Если вы возьмете курицу, которая бройлерная, шкура разлезется. Давайте покажу, как я ее зашиваю перед фаршировкой. Шить будем обычной иголкой и обычной белой ниткой. Самый плотный ее вариант. Она у меня здесь продета как бы двойная нитка. Поехали! Я вот так шью, накидывая, только что проколола палец, накидывая петлю. Шкуру, которую сняли с курицы, вы могли неудачно снять, могли быть какие-то порезы, могли при разделке ее сделать шов. Вот поэтому я предварительно зашила все, грубо говоря, отверстия, которые были в шкуре, а сейчас отверстие, которое вот самое широкое, сошьем частично, оставив сбоку отверстие для фаршировки. Для примера здесь снята половина шкуры. Если у вас получается и есть желание, снимите, смотря какое количество шейки вам нужно, можно снять со всей курицы. Если я снимаю со всей курицы, то я ее разрезаю со спины или с живота, как вам больше нравится. Я знаю, что положено со спины, и потом как бы снять ее, и тогда всю спину нужно прошить. Но иногда у меня получается, что удобнее это сделать со стороны, грубо говоря, живота, и как-то вот так вот ее всю снимаешь, потом тогда у вас такой большой длинный шов сквозь всю курицу. В данном случае поменяется только количество фарша, который мы положим вовнутрь. Вернее так, поменяется количество яиц, на которые мы будем делать этот фарш. То есть вот при таком размере шейки я возьму 3 яйца, делаю фарш, исходя примерно на 3 яйца. Если снять целиком, то это, наверное, уже будет в 2 раза больше, а может быть, 6 яиц. Самая большая курица, которая мне попадалась, и я делала полностью всю курицу, это было на 8 яиц. Но она действительно была очень большого размера. Вот так. Оставляем вот такое отверстие, чтобы вам было удобно столовой ложкой опустить туда фарш. Шейка подготовлена, мы ее откладываем в сторону и начинаем делать, собственно, фарш. Нам понадобится 3 яйца, о которых мы уже говорили. Яйца у меня довольно крупные, поэтому беру 3. Если у вас мелкое яйцо, то на такую шейку я бы рекомендовала взять 4. Все дело в том, что если мы сделаем много фарша, то шейка просто разорвется. Поэтому нужно найти такую золотую середину, потому что фарш будет расти внутри шейки, чтобы ее не разорвало. Немножко подсолим их. Это не окончательное количество соли. И взобьем слегка. На такое количество фарша нам понадобится половина луковицы, довольно крупной. Пол луковицы. Стараемся ее измельчить как можно мельче. Так, лук измельченный. Что мы еще добавляем в шейку? Вот это то, что было внутри курицы. Это куриный жир и куриная печенка. Фермерские куры, поэтому, скажем так, все есть. И жир, и печенка. Но смотрите, вы мне скажете, почему я не тушила лук. Вот именно по этой причине я не тушила лук. Знаю, что есть такие варианты приготовления, но тогда, наверное, это делается потому, что нет куриного жира. Так как у меня куриный жир есть, я считаю, что шейка будет и так достаточно жирная. Лук тушить не нужно. Мы дали лук сырой, а теперь добавим куриный жир. Именно благодаря добавлению куриного жира шейка будет такого приятного желтого цвета. Добавляем жир в наш фарш.
Здесь у меня перемолотая маца. Вы можете добавить манку, наверное, можно даже добавить хлеб. Хлеб никогда не пробовала, с манкой я когда-то делала, но так как я готовлю на праздник Песах, хлебом мы на праздник Песах и манкой не пользуемся. Мука у нас может быть только в виде мацы. И вот это перемолотая маца. Добавляем. Наш фарш должен получиться как густая сметана. Ну, как по мне, у меня пока немножко жидковато, я еще чуть-чуть подсыплю муки. Это мука из мацы. Вот так получилось, довольно густо. Посолим. Посолить надо, ну, хорошо, так должно быть вкусно по вкусу. И тут такой лайфхак. Мы давали в шейку 3 яйца. Теперь вот берем вот такие 3 половинки от скорлупки, заполняем их водой и тоже наливаем в шейку. Мне не очень удобно с чашки наливать воду, поэтому я налью ложкой. Это будет 1. Это будет 2. И это будет 3. У воды двойная функция. Она растворит соль. Это 1. И 2. Маца разбухнет от воды. Когда мы делаем фарш и добавили воду, надо немножко подождать и посмотреть, как разбухнет маца, и определиться. Если фарш получился жидковатый, то можно еще немного добавить мацы. Что касается моего случая, я бы еще немножко добавила. Видите, она такая как бы жидковатая структура. Сейчас стало гораздо лучше. Попробуем на соль. Можно еще добавить. Добавим перец в фарш от шейки. Перемешаем. Вот наш фарш немножко подзагустел. Это совсем неплохо. Теперь я добавляю в фарш печеночку куриную. Если будет нож, я ее нарежу. Измельчаем. Желательно все резать маленькими кусочками, потому что шейка будет вариться. И сквозь шкуру все должно приготовиться, поэтому лучше, чтобы все было мелкими кусочками. Все перемешиваем. И сейчас приступим к фаршировке шейки. Вот шейка, которую мы зашивали. Нитка у меня вот висит подготовленная. Фарш просто вовнутрь, стараясь ничего не потерять. Держу одной рукой, другой накладываю. Мы распределяем фарш равномерно по шейке. Хочу предупредить, что фарш не должен заполнить вашу шкуру или шейку полностью. Где-то примерно от четверти до трети должно остаться свободного места. Покажу, как у меня это получилось. Вот, видите? Вот это вот сверху все, это пустое. Потому что фарш будет увеличиваться в размерах. Будет вариться, яйцо будет завариваться, масса будет разбухать, жир будет плавиться, его не останется потом при разрезе. Фарш будет однородный, в нем будут только кусочки печенки. Зашьем то, что мы оставили. Хочу еще поделиться одним лайфхаком от меня. Как проверить, что вы все сшили правильно и шейка не разорвется, когда начнет вариться. Закипятили чайник и заливаем ее. Шейка начинает сжиматься, в принципе, потому что шкура стягивается. Это также еще одна из причин, почему она не до конца заполнена. И заодно мы проверяем, как мы вышивали, хорошо или нет. И смотрим, нигде ли не протекает фарш. Если фарш где-то протекает, это тот самый момент, когда можно взять нитку с иголкой и снова зашить те места, через которые сочится фарш. Вот я нашла такое одно место. Видно, что вот фарш вытекает. Вот это я возьму это место
и еще раз его прошью. Основное время, которое тратится на приготовление шейки, практически, это подготовка шкуры и потом ее сшивание. Как-то так. Далее мы будем варить нашу шейку так, как мы варим куриный бульон. Единственное, наверное, с той разницей, чтобы мясо было вкусным, мы заливаем бульон холодной водой. В данном случае мы дождемся, пока вода закипит, потом туда опустим нашу шейку. Приступим к приготовлению шейки. Ее надо положить в кипящую воду. Вот в кастрюле закипела вода. Аккуратно ее опускаем. Также добавляем, так же как в бульон, морковку, луковицу и корень петрушки. Все. Стараемся, чтобы шейка не сильно кипела. Если будет сильно кипеть, может треснуть шкура. Поэтому доводите до кипения, следите. Посолить предлагаю где-то через час после варки. Раньше не рекомендую, чтобы мясо быстрее приготовилось. Готовность шейки определится тогда, когда будут готовы крылышки. То есть, когда мы проверим, что куриные крылья готовы, значит, уже фарш сварился и все приготовилось. Приблизительно варка шейки займет от 1,5 до 2 часов. После часа варки посолим шейку. Вот это да. Наша шейка готова, но сейчас не могу, к сожалению, показать ее вам в разрезанном виде, так как, чтобы ее разрезать, она должна остыть. Вообще рекомендую шейку приготовить накануне, за день до того, как вы планируете ее кушать. Когда она остынет в холодильнике, будет легко снять нитки, не забудьте это сделать. Помните, сколько швов вы наложили, и поэтому сколько швов вам надо удалить, ничего не пропустите. Тогда можно ее красиво нарезать к подаче. Я обязательно это сделаю завтра, и мы прикрепим фотографии, как все получилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии и приятного аппетита! Хай смакуем!